Я люблю уточнения вносить, потому что в целом мы все правильно говорим. Геннадий Андреевич дал правильную характеристику Шувалову, но надо вспомнить, что в этом зале из этой же левой фракции раздавались голоса в защиту Ходорковского. ЛДПР была против Ходорковского. Поэтому в одном мы соглашаемся, но, может быть, иногда надо и вспоминать ошибки. Ибо Ходорковский больше вреда принес, чем Шувалов. Согласен, Геннадий Андреевич, с характеристикой партии «Коммунисты России». Это хорошо по-народному прозвучало из ваших уст. Я рад этому и согласен с вами полностью. Это великий, могучий русский язык. Дети ничего не поняли, правда, их к другим словам приучили. Это персидского слова, слово персидского произношения, происхождения. Педер означает отец. То есть по-русски мужеложество, а у них вот то, что вы сказали, исходя из этого, что такое вот, ну, мы все языки в себя внедряем, все, что в любой мусор со всех языков собираем, и потом друг друга не понимаем. Вроде об одном и том же говорим, но разные поколения вбирали разные слова. Воевали с Персией, персидские слова, а сегодня с Персией не воюем. С турками воевали, турецкие, сегодня ничего Турции нету. В этом смысле, конечно, мы с кем воюем, от того и набираемся. В основном через наших военнопленных, которые сидят в их лагерях. Вот. По выборам согласен полностью со всей характеристикой. И не надо предлагать октябрь. Они вам сделают 2 октября. Это будет то же самое, что середина сентября. Только март и конец марта. И не выходной день, а последний понедельник каждого марта месяца. Вот давайте в 2018 году изберем в марте в конце президента. В 2020 году, допустим, условно я говорю, избираем мы Госдуму, и в 2022 все остальные выборы. Только 3 кампании должны быть, только 3, с перерывами. Тогда будет легче, проще. Вот. И всегда март, единый месяц, и в нем единый день голосования. Можно заранее просчитать, а что будет там в 2025 году, в 2030, и, соответственно, силы свои, значит, распределять. То, что частоты выборов, конечно, это все-таки... Опять нам нужно всем договориться, никакого досрочного и никакого на дому. Но все равно же 80% людей не пришли на выборы, где-то 70% не пришли, где-то 60%. Но большинство не ходит. Зачем же давать возможность, там 5, 7, 10% мы их пришли и дома окучили, вот они проголосовали тоже. Поэтому это нужно отменить, это вызывает сомнения и подозрения. Надо сделать выборы бесплатными. Дайте всем одинаковое время на телевидении, на радио и полосы в газете. И поставьте в одном и том же месте билборды. Все. Вся Европа так делает. 5 кандидатов, 5 партий. Там в 10 местах города подряд стоят их билборды. Все. Это ставит билборд в промышленной зоне. Мы вам поставили. Только где? Там жители не живут. Там собаки ночью охраняют склады с промышленной продукцией. В этом плане. То, что касается... международной обстановки, то, к сожалению, все, что мы сегодня переживаем, это продолжение 2017 года, февраль и октябрь. Также на Украине была гражданская война, также была Народная Украинская Республика, также появилась она впервые, ее не было при царе. Также вмешивалась Антанта и Германия, сейчас они объединились, они уже вместе под названием НАТО и Евросоюз. Также они все выкачивают из нее и вывозят. Также они спорят про Крым. И тогда они требовали Крым отдать Украине. Крым никогда не принадлежал Украине. Но даже Киев тогда не боялся брать Крым. Какое отношение к Крыму имеет? Но немцам нужен был Крым. Ибо у Украинской Народной Республики легче было отобрать бы Крым. И они уже об этом думали. Даже название будет Готеград. Не Симферополь, а Готеград. Нашли там 2 готов, потомков. Вот это как бы готы жили. Никакие тут не крымские татары, не русские, не казаки, не турки, готы. Вот, уже все было готово, и карты, и так далее. Ну, санаторий нужен немцам, у них холодно, холодное Северное море там, и Балтийское. Поэтому в 41-м не получилось. Мы с вами победили в 45-м, но не до конца, видимо, победили. Вот. Не надо было советские режимы устанавливать в Восточной Европе, а всех фашистских сателлитов гнать за Урал. И население, и их заводы. И вот сегодня была бы самая мощная в мире страна. А так мы все у нас разрушили, и мы еще последние копейки отдавали. И Будапешт, и Варшава, и Берлин. Всех их подняли,
И они, как неблагодарные дети, бросают своих, так сказать, престарелых родителей. Это естественно, дети должны уходить от родителей. Зачем же за счет России это было нужно делать? Мы должны правду сказать. Когда коммунисты России, КПРФ недовольны критикой Сталина, давайте правду скажем. И, может быть, у вас появится больше сторонников Сталина. Надо сказать, что он разгромил тех, кто организовал красный террор 18 по 21 год. Тогда у вас появятся сторонники. Что он уничтожал пятую колонну, но в 30-е годы, когда приобрел полноту власти. Да скажешь, молодец, Сталин. А так у нас подают в учебниках истории, что он просто ГУЛАГ организовал, что какой-то Берия, какой-то Ежов, какой-то правотранскистский блок и так далее. Скажите, что Сталин уничтожил всю ленинскую группировку, троцкистскую, освободил партию от пятой колонны и повел страну, так сказать, к тем вершинам, которые мы достигли. Все, и кончатся антисталинские настроения. Нужно правду говорить. Тем более у нас есть историческое общество. Почему учебники истории, наконец, не написать, и окончательно все архивы вскрыть, все показать, прямую параллель. Гражданская война в начале века и гражданская война сейчас. И все на Украине также происходит. Уже свои Петлюра, Махно, Скоропадский и так далее. И Синяки, Порошенко, там, Кличко и прочее, прочее. А те же германские агенты, все уже. Кличко скоро по-немецки будет говорить. Там имущество и немецкий паспорт. Поэтому этого нужно правду сказать. И тогда, может быть, не было бы такого страшного. Вы понимаете, что они сейчас сделали? Украина самое враждебное России государство. Слово «русский» вызывает ненависть. Русский язык – ненависть. Вот так они за 23 года, так сказать, сумели сделать. Ну, в этом же зале хлопали, заключая договор о дружбе. С кем вы дружили-то? Что, при Кучме дружба была, что ли? Уже тогда были другие учебники истории. И только одна фракция говорила, не надо заключать договор. Вы заключили. Иду в Совет Федерации, не надо утверждать то, что Госдума сделала. Заключили. Хозяйственники. Вот хозяйственники пускай занимаются канализацией в своих городах. А политические дела пускай делают те, у которых мозги работают. Хорошие артиллеристы, танкисты, я в одной передаче сказал. Молодцы, танкисты, артиллеристы, только занимайтесь своим делом. На батарею, в танк и туда, и куда надо. А гуманитарными вопросами пускай гуманитарии. И тем более востоковеды. Царь готовил востоковедов, советская власть. И где востоковеды? Для чего готовите? Ни одного помощника, ни одного министра. На всю Госдуму я один. А вопросы одни и те же. Восток. Дымит что сегодня? Ближний Восток. Там происходит. И что происходит? Лавров едет, договаривается, что мы будем участвовать. В подавлении. Кого подавлять вы собираетесь? Те, кто выступает против Америки. Вам Америка удавку набрасывает на шею. А вы вместе с Америкой сейчас будете подавлять. Сперва талибов подавили. Неправильно. Нужно было признать правительство талибов. Потом Аль-Каиду вы против себя восстановили. Сейчас вы исламское государство против себя восстанавливать. Ради чьих интересов? Те, кто сидят в Лондоне и Вашингтоне. Это и дипломаты виноваты. Это все еще советские дипломаты, которые работают по звонку. Спустили директиву, вот они сейчас будут любую линию проводить. Любую линию. Ну, это нужно все. Все-таки у нас комитеты международные, и об этом ЛДПР сказала 20 лет назад. Это мы создали комитет по геополитике. Потому что международный не тянет. Тут не просто международные отношения два государства. Это набор всех государств. Это новые союзы против других союзов. Это уже не международный комитет. И СНГ слишком узко. СНГ-то практически нету. Украина это уже не СНГ. И Молдавия. Тогда что в СНГ у нас остается? Это надо тоже смотреть. Надо преобразовать как-то здесь. И международным делам больше внимания уделить. И 20 лет я говорил. Из Киева не вылезайте, из Ташкента. А вы в Панаму, Африка, экзотика. Все катались. Сколько денег прокатали? Что там делать в Латинской Америке и в Африке, и даже в Азии? Вот две столицы, Киев, Ташкент, Киев, Ташкент. Там, может быть, депутаты были бы другие. Было бы какое-то влияние там. Ну и, наконец, почему я во всех списках запрещен въезд, кроме США и Японии, а некоторые руководители фракций, Геннадий Андреевич, в вашем лице, вам еще разрешают въезжать. Наверное, есть причины для этого. Если Европа мне отказывает, понимая, что я 100% стою на позиции защиты русского народа, то интернационалистам пока еще не все перекрыли. Поэтому сегодня хороший фильтр сама Европа. Она показывает, кого она ненавидит. Понимаете?
Вот она показывает. Большую ненависть у них я вызываю один. Все закрыли. Уголовные дела возбудили и в розыск объявили. Одного меня. Вас так пощекотали. Туда нельзя, это не идет и так далее. Спасибо, Владимир Владимирович.